Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание 14 января. И это не просто старый Новый год, день Василия Великого или обрезания Господня. Нет, сегодняшний день – это день Солнца. Поэтому обязательно в этот день уделите внимание Солнцу, обязательно уделите внимание себе, для того, чтобы открыться потоку изобилия и достатка, который идет из космоса, идет от Вселенной. Как это делать, что делать 14 января, далее в этом видео. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, 14 января, для кого-то это будет старый Новый год, первый день Нового года, для кого-то это будет праздник Василия Великого, для кого-то это будет и обрезание Господня, великий праздник, но вы знаете, именно 14 января этот день посвящается Солнцу. Почему именно Солнцу? Дело в том, что сегодня Солнце переходит в знак зодиака Козерог. И на нашу Землю, прекрасную планету Земля, сходит множество благословений. И мы с вами должны успеть это попробовать. Мы должны этим воспользоваться. Поэтому 14 января обязательно постарайтесь выйти на улицу, представляя, что ваше тело обливается лучами солнца. Если в вашем регионе нет солнца, у вас зима, холодно, многие не любят выходить на улицу в такое время года, все-таки именно сегодня сделайте это. Выйдите на улицу, поклонитесь солнцу. Даже если у вас тучи, если у вас туман, у вас нелетная погода, найдите время, хотя бы минут 10-15, чтобы выйти на улицу, поклониться солнцу. Возможно, его нет, но оно есть, вне зависимости от того, есть ли облака, есть ли пасмурная погода или идет дождь. Обязательно поклонитесь солнышку. После этого поднимите руки вверх и поблагодарите солнце за все те блага, материальные, нематериальные, которые есть в вашей жизни. Порадуйтесь, как ребенок, и после этого поблагодарите и скажите все за то, что вы можете быть благодарны. И, конечно же, попросите того, что вам не хватает в жизни. Далее, что обязательно нужно еще сделать 14 января, это обязательно поблагодарить свой род и своих предков за все хорошее, что есть в вашей жизни. Дело в том, что хотим мы этого с вами воспринимать и принимать или нет, но наш род, он есть. Возможно, вы о нем не знаете, но хотим вам сказать о том, что если вы начнете проводить практики, которые будут посвящены роду, соединения с родом, вы свой род начнете чувствовать. И даже вы будете чувствовать, как ваш род именно подпитывает вас энергией, помогает вас, в какой-то степени даже наставляет на путь истинный. И мы здесь не имеем в виду, что нужно достать фотографии тех людей, которых нет в материальном мире, и начать с ними общаться. Нет, в вашей голове на интуитивном уровне научитесь это чувствовать. Это очень сложно в первое время, потому что мы все люди живем в современном мире, и, к сожалению, мы закрыты от этого тонкого мира. Но когда мы с вами начнем работать со своим родом, со своими предками, мы начнем ощущать и получать вот те знания, те опыты, которые, возможно, вам не хватает. Попробуйте. Также постарайтесь сегодня, 14 января, прослушать музыку, аффирмации, мантры, которые связаны с изобилием, с достатком, с благополучием. Также по возможности сегодня время говорите те аффирмации, которые вам нужны. Если вас больше волнует вопрос денег, говорите: «Я магнит для денег, я приглашаю деньги в свою жизнь, я полная чаша, в которой всегда есть и текут потоки изобилия и достатка». Если вы хотите, чтобы у вас все было со здоровьем, озвучиваем слова, связанные со здоровьем, что я здорова, я привлекательна, я стройна. Если вас интересуют личные отношения, так же самое. Если вы переживаете за свою работу или что-то у вас не получается, также говорите аффирмации. Их очень много в интернете, просто продумайте о той сфере, в которой у вас, например,
какие-то есть ну, моменты или проблемы. Также 14 января желательно, чтобы вы приняли душ. И сделать это лучше всего в солнечное время, то есть когда солнце находится именно на вашей территории. Также постарайтесь в этот день прочитать хотя бы одну молитву. Они есть разные, не знаете, с какой молитвой обратиться к какому святому или к ангелу-хранителю. Просто сядьте в спокойной обстановке, после того, как примете прохладный душ, начните благодарить и читать те молитвы, которые вам идут из вашего сердца. Возможно, вы откроете интернет и там найдете ту молитву, которую вам захочется именно прочитать. Захочется вам открыть какую-то книгу, или связано с психологией, возможно, еще с чем-то, с психологией денег. Читайте, потому что 14 января это день солнца, и солнце нас сегодня очень сильно подпитывает. Также постарайтесь сегодня, 14 января, побольше находиться на свежем воздухе. И постарайтесь стать на улице, стать лицом на восток. И протянуть ладошки вперед, принимая лучи солнца. Мысленно все можете представлять. Представляете, как вы наполняетесь, например, молодостью, красотой, здоровьем, жизнеутверждающей силой и оптимизмом. Также на протяжении сегодняшнего дня выпиваете стакан теплой воды. Именно теплой воды, не чая и не кофе. Обращаем на ваше внимание. Также в этот день, 14 января, постарайтесь отказаться от большого количества мяса, рыбы, яиц, сахара. Напишите в течение дня благодарность Богу, высшим силам, солнцу, своему роду и своим обязательно родителям. Мы еще раз повторяемся, но все же это очень важно помнить о своем роде. Пообщаться со своими родителями, в особенности со своим папой. Даже если его уже у вас и нет в живых, по разным причинам выразите обязательно ему свое почтение и благодарность. И попросите благословить вас на начинание и на осуществление всевозможных ваших целей и задач, которые вас интересуют. Также постарайтесь в этот день, 14 января, почитать какие-то священные писания, а также попросите благословения у Бога Солнца и Сатурна. Почему именно Сатурн? Дело в том, что Бог Солнца и его сын является Сатурн, и они вас пусть благословят и помогут. Кроме того, 14 января мы отмечаем Старый Новый год, да, и это все-таки еще и первый день Нового года. Каждый по-разному это считает, но в этот день это также день достаточно волшебный, это день магический, поэтому загадывайте желания именно 14 января, проводите всевозможные практики, также и по возможности позвоните сегодня родителям, позвоните сегодня самым близким людям, возможно, о которых вы давно ничего не слышали, не знали. Помогите. Возможно, в вашем окружении, допустим, живут соседи или в ближайшем люди, которые, возможно, чем-то нуждаются, детки, пойдите с сладостями, с какими-то подарочками, и вручите, поблагодарите, поднимите свои вибрации, потому что вы должны понимать, что чем лучше вы поднимаете свои вибрации, когда вы радуетесь чему-то, когда вы от чего-то получаете удовольствие, вы тем самым эти вибрации запускаете еще на более высокий уровень. Но это помните, все нужно делать искренне. Если вы это делаете, потому что мы вам говорим, и у вас вот нет этого желания, не делайте этого, пожалуйста. То есть, знаете, вот мы вас, знаете, как через нас высшие силы передают вам информацию. Вы это принимаете и принимаете сами для себя решение. Вам это нужна информация и готовы ли ней воспользоваться. Потому что очень часто бывает такая ситуация, что люди вам, вот ваши самые близкие родные говорят какой-то информацию, дают какие-то советы, рекомендации, вы ни в какую не воспринимаете. Но подходит чужой человек и говорит ту же самую информацию, и у вас прямо что-то щелкает, и вы понимаете, да, это то. Хотя еще полгода назад вам об этом могли говорить ваши самые близкие родные люди. Поэтому, пожалуйста, воспринимайте всю информацию. Если вы на это видео смотрите, то это видео не просто так, вот знаете, как бы ничего просто так в нашем мире не делается. Возможно, вы пришли на
на данном этапе жизни получить какие-то знания, какие-то информацию и идти дальше. И 14 января этому не исключение, поэтому используйте этот день себе во благо. Подумайте, возможно, вы хотите себе сделать какой-то подарок, сделайте. Возможно, вы о чем-то мечтали. Если вы хотите поехать путешествовать, задумайтесь над этим. Именно 14 января заложите вот эти зернышки, которые дадут вам уже результаты на протяжении 2022 года. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. У нас много полезной, важной, нужной, интересной информации для вас. Обязательно ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.